Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. У какой женщины мурашки по телу от вас? Такой шаловливый расклад еще сделаем. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим. Так, что у вас произошло? Что же вы так себя вот не любите? Себя прям, похоронили из-за женщины, ребят. Нельзя так. Смотрите, вот у некоторых из вас может проигрываться, такое, вообще траурное состояние, траурный, я не знаю, настрой какой-то, мысли вообще негативнее, да, хуже некуда. Все из-за женщины. Из-за женщины, которая очень сильно любит деньги, которая очень любит подарки, которая имеет завышенную самооценку. Причем я скажу, что вы ради этой женщины, пахали просто за семерых. Вы могли брать подработки, вы могли тянуть 2 работы. То есть, знаете, вот человек, который абсолютно растворился в своей женщине. Вы готовы были просто звезду с неба достать ради этой женщины. По факту у нас получилось, да, что как бы женщина этого не оценила. Она настолько не оценила все ваши старания и усилия, не оценила вашу любовь, которая была к ней, да, она не оценила то, что вы делали. А вы вот все равно, несмотря ни на что, вот как-то еще пытались какой-то период цепляться за эти отношения. Вы могли, знаете, вот из-за своей любви как-то оправдывать какие-то, может быть, ее моменты, слова, поступки, да. Вы всячески я не могу сказать, да, вот прислуживать некрасивое слово, но старались угождать ей, да, угождать просто потому, что ее любили. Любили настолько, что, ни сказки сказать, ни пером описать. Я вам скажу, что очень сильно вот эта ваша ситуация, которая у вас произошла с этой вашей распрекрасной красоткой, любящей деньги, оно, как, знаете, вот как отголосок пошел и сейчас в вашу жизнь, в теперешнюю вашу жизнь. Очень глубокий осадок, очень болезненные такие вот моменты, очень больно вам в душе было. Так, что еще проигрывается? Коротко посмотрим. Да, кардинальные перемены. Именно вы похоронили как будто, не саму женщину, да, вот для вас как будто человек умер, как будто человек для вас больше не существует. Вот как-то странно, да, получается, пути Господни неисповедимы, что называется. Когда-то, да, любил человека, а сейчас не хочется даже думать, не хочется вспоминать, да, вот приснится, допустим, и то просыпаетесь в холодном поту. Даже я бы сказала, что если бы она пришла с каким-то пожеланием помириться, вы бы ее просто либо прогнали, либо бросили трубку, да. Не хотите вы с ней общаться. Я бы сказала, что вы не хотите общаться. Плюс также может проигрываться у некоторых из вас, что вы уже выходите из этого состояния, да, такого грусти, из депрессняка такого, начинаете выходить, и вы уже мечтаете о новой женщине, о новой любви. Да, еще душа болит. Душа болит, но вы все-таки уже потихоньку сами себя пытаетесь вытаскивать. Причем, знаете, вы ориентированы именно на семью. Вам не хочется просто каких-то легких отношений. Вы ориентированы на семью, даже у некоторых, может быть, есть еще желание, если все нормально, да, сложилось бы с новой женщиной, то вы бы с удовольствием, заимели еще ребенка. Вы любите детей, в общем-то, вы хороший отец, если у вас уже даже есть дети, то... Так, смотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад, у которой мурашки по телу от вас, от мыслей даже о вас. Да, у вас, я скажу вам, у вас есть тайная поклонница. Она причем давно влюблена в вас. Она давно влюблена, причем, знаете, эта дама такая,
очень семейно ориентированная. Это дама, которая хотела бы семью. Сейчас у нее еще нет семьи, у нее нет отношений. Вы очень ей нравитесь, да? Вы нравитесь, причем до такой степени, что вот она представляет даже какие-то интимные сцены с вами. И вот именно вот когда она даже представляет, вот это какое-то идет, знаете, ощущение такое, вот, ну просто мурашки, да, вот когда дрожь по телу и так далее. Все вот эти физиологические процессы, которые обычно бывают, ну мы не будем вникать в подробности, все взрослые люди. Она очень такая эмоциональная дама. Она эмоциональная, причем она, знаете, она вот как-то себя так ведет интересно. Она, с одной стороны, вот белая и пушистая вот в душе, но почему-то она себя показывает вот на людях такая вот, что она с характером, она за словом в карман не лезет, вот такая вот боец вот она. Хотя на самом деле она таковой не является. Вот те, кто ее близко знают, эта дама, ну, белая пушистая, очень ранимая, вот как девочка реально. Так, давайте-ка посмотрим теперь, как же она вас знает, да, вот откуда же она вас знает. Вот знаете, какая-то такая ситуация проигрывается, как будто вот она была где-то вот с вами, я не знаю, это была либо компания какая-то, это было какое-то общество, там, где было, наверное, все-таки больше мужчин. Вот где-то вы пересекались. Это может быть где угодно, и по работе. Это может быть день рождения, еще какая-то компания, да. Но там было больше мужчин. Больше мужчин, причем вот вы, когда ну, там общались с ней, да, в этой компании, то она как-то особо вам не понравилась. Я не могу сказать, что она понравилась. Вот наоборот, как-то вы либо осудили ее, да, что-то отметили, может, характер резкий там у нее, либо еще что-то она там не то сделала. Ну, то есть получилось, что вы ей понравились, и она теперь мечтает о вас, грезит, да, про отношения и все остальное. Вы же даже не то, что не обратили внимания, а наоборот, как-то так про себя отметили, что это за дама такая, да, может, грубая, может, еще там какая-то. А она-то этого не знает, а она-то мечтает о вас. Так, давайте-ка еще уточним, что же нам еще подскажет, что это за дама. Так, да, она на семью ориентированная 100%. Причем, знаете, вот она о вас поделилась своими подружками, там, сестры, коллеги, ну, с кем она близко общается, делится, в общем-то. Она поделилась этим своим секретом, рассказала, что вот у нее есть такой вот мужчина, который, ну, не безразличен ей, да, с которым она хотела бы зароманить. И эти подружки ей говорят, что пока ничего не делай, пока понаблюдай за ним, да, то есть получается, она и дальше продолжает, ну, где-то еще наблюдать за вами. Значит, где-то вы пересекаетесь, да, а вы пока думаете, анализируйте, кто это, что это, где это могло быть. То есть пока она к вам не подходит. Так, что же будет она делать дальше или не будет? Так. Она, знаете, вот она в следующий раз, либо же, ну, в следующий раз, когда вы вот в компании очень тесно будете, она что-то такое сделает, чтобы отличиться. Вот что-то, знаете, чтобы привлечь своим поведением, каким-то общением ваше внимание. Вот как-то она выпендрится, может быть, да? Это может быть какая-то шутка, какая-то, может, ну, я не знаю, колкость в чей-то адрес. Ну, как-то, чтобы вы именно обратили на нее внимание. Давайте-ка уточним, обратите ли вы на нее внимание.
вы знаете, обратите. Причем обратите так, что даже любовь у вас с ней может начаться. Даже как-то интересно, да, поначалу она вам не понравилась, но что-то она учудит, что реально вот вы начнете с ней общаться, причем общаться сначала как-то по-дружески. Это будет настолько такое неторопливое общение, особо как-то вы, ну, не западете на нее, да. Вот да, она выпендрится, вы-то обратите внимание, ну, там слово за слово как-то оно понесется, но очень неторопливо понесется. Как-то вот, знаете, вот она будет мечтать, мечтать, а вы-то не будете суетиться. Ну вот пока что вот, ну не ёкнуло. Но вы знаете, ёкнет и у вас. Ёкнет, но со временем. Причем вот эта женщина, она приложит все условия. Она будет наряжаться перед вами, она будет красоваться. Она будет, знаете, вот ей подружки, именно вот подружки будут ей подсказывать, как еще можно вас там, я не знаю, соблазнить, привлечь, вот эти все женские штучки, все уловки, да, вот. Она уже и так, и сяк перед вами будет, и все-таки, знаете, она своего добьется. Вот такие манипулятивные действия, ну, это действия во благо будут, просто чтобы привлечь уж открыто вот привлечь ваше внимание, которое перейдет уже в вашу новую любовь, в стабильную любовь. Даже интересно, что это за дамочка такая, да? Причем вот так, а ну-ка давайте-ка сейчас я уточню еще. Даже мне самой вот просто интересно. Так. Вот как-то получится, что вы начнете с ней общаться, да, вот ближе. Потом на какой-то период можете прекратить общение. Она будет очень сильно переживать, да, вот, ну что-то помешает. Может, кто-то из вас уедет просто куда-то, там, по делам, там, я не знаю, какие-то заботы, проблемы. Может быть, вы временно просто не захотите общаться, исчезнете, да, у всех это будет по-разному проигрываться. Она будет очень сильно переживать. У нее будет это сродни какому-то, я не знаю, разрыву, разводу, да, ну то есть у нее будет вот какой-то период, очень болезненное состояние. Она думает, что, ну, будет думать, что все, что она вас потеряла, но нет. На самом деле вам потребуется время, чтобы осознать, насколько она вам дорога. У некоторых из вас может даже проиграться такая ситуация, что вот вы временно возьмете паузу, просто чтобы разобраться вот в себе, в своих чувствах, в своих мыслях. Кстати, это довольно часто люди практикуют, особенно мужчины. Они в отношениях вот просят паузу, чтобы просто побыть наедине с собой, чтобы подумать, взвесить, нужна им эта женщина, не нужна, настолько она дорога им или нет. Ну, как правило, мужчины почему-то это делают. Вот и у вас будет такая ситуация, что вы захотите побыть наедине с самим собой и разобраться. И уже через время, пока вот она будет страдать и думать, что уже все, что у вас конец, что вы не хотите, вы сами объявитесь к ней. Но объявитесь уже, как бы, знаете, вот обновленный, с какой-то вот, ну, своего рода трансформацией. Когда вы поймете, что эта женщина нужна вам, когда вы поймете, что она очень дорога вам. И тогда уже вы будете брать быка за рога, вы будете уже более активно и ухаживать за ней. Вы будете проявлять какую-то вот именно настоящую мужскую инициативу к ней. То есть здесь уже будете вы делать шаги и очень активные шаги, потому что именно вот в этой временной разлуке, в эту паузу вашу, вы почувствуете, что эта женщина вам реально дорога, да? И ее мурашки, которые были от вас, совершенно не напрасны. Она все-таки добьется вас. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!